Всем привет, с вами Томас. В этом особом видео я хочу поговорить о довольно личных вещах. О неудачах и успехах, о трагедиях и радости. Но также о том, что сейчас происходит в автомобильной индустрии. И о том, чего вы ждете от нашего канала в следующем году. И, конечно, я хочу отдельно сказать спасибо вам всем. И давайте начнем именно с этого. Для меня это действительно важно. Я понимаю, что могу заниматься этим делом только благодаря вам, и я за это искренне благодарен, по-настоящему. Особенно тем, кто поддерживает нас уже много лет, кто делится нашими видео с друзьями, кто рекомендует наш канал. Потому что мы небольшая корпорация, у нас нет венчурных инвестиций, нет больших денег, чтобы искусственно продвигать наши видео. Мы не продаем никакие продукты, ничего подобного. По сути, мы просто занимаемся независимой журналистикой, а живем за счет той рекламы, которую YouTube показывает в наших видео. Вот, собственно, и все. И мы всегда стараемся давать вам максимально честный и аутентичный опыт. И я знаю, что именно это особенно ценят наши давние подписчики. Для нас всегда на первом месте зритель. Я постоянно думаю о том, какой лучший сервис мы можем предложить вам как зрителю. И я думаю и очень надеюсь, что вы чувствуете, именно в этом и есть основа нашего канала. Ну и, конечно, несколько сезонных слов. Если вы отмечаете Рождество, с Рождеством вас. Это был очень насыщенный и эмоциональный год. В автомобильной сфере произошло действительно много всего. И об этом я обязательно еще поговорю. Но сначала хочу поделиться более личными мыслями. Мне кажется, именно в это время года это особенно уместно. И еще просто, чтобы вас поддержать. Потому что я постоянно получаю от вас много личных сообщений. И я действительно стараюсь отвечать на как можно больше комментариев. Снова с той же целью – дать вам максимально полезный сервис. В том числе, когда вы спрашиваете, какую машину выбрать, и задаете похожие вопросы в комментариях. А также в личных сообщениях, на разных платформах, во всех наших соцсетях. Честно говоря, каждый день я трачу на это довольно много времени. Просто чтобы дать вам лучший опыт. Не только в самих видео, но и за их пределами. И я хочу поделиться некоторыми личными мыслями. Потому что за свою жизнь и карьеру я прошел через очень разный опыт. Были хорошие моменты и были действительно сложные. И я просто хочу дать вам несколько подсказок. Несколько советов, если вы сталкиваетесь с похожими ситуациями. И еще хочу сказать одну важную вещь. Никто и никогда не должен говорить вам, чего вы не можете сделать. И таких людей не стоит слушать. Я сам через это прошел. Это началось еще в начальной школе. Когда нужно было решать, переходить ли дальше в одну из гимназий в Германии. И даже учитель в начальной школе тогда сказал, что я не подхожу для лучшей гимназии. К счастью, мои родители в меня поверили. В итоге я поступил тогда с одним из лучших результатов. Так что да, это был один из первых примеров. Даже в очень юном возрасте могут найтись люди, которые будут говорить вам, чего вы не можете. Но я бы посоветовал вот что. Окружайте себя людьми, которые говорят вам, что вы можете. Которые помогают вам двигаться к своим мечтам и целям, а не теми, кто пытается вас остановить. И знаете, это сопровождало меня на протяжении всей моей карьеры. Всегда находились люди, которые не верили. Назовем их так, скептики. Даже здесь, с нашим каналом, когда я только начинал. В 2013-2014 годах. Когда я начал делать длинные видео про автомобили на YouTube. Многие тогда просто смеялись. Говорили, ну подождите, YouTube же для видео с котиками, правда? Как вообще можно выкладывать туда видео про машины? Да еще и серьезный автомобильный контент. Честный, длинный формат. Тогда я начинал, кажется, примерно с 15 минут, где-то так. И даже тогда люди говорили, никто не будет смотреть 15-минутное видео про одну машину. Но если вы с нами уже давно, вы знаете. Со временем видео становились все длиннее. Почему? Потому что мы слушали вас. Мы получали обратную связь. А что вы хотите видеть в автомобильном обзоре? И именно тогда начал формироваться этот подход. Фокус на зрителе, зритель прежде всего. Потому что я всегда думал так. Да, я делаю это и для себя.
Мне действительно интересны автомобили, это правда. Но в самом главном смысле я делаю эти видео именно для вас. И именно поэтому я всегда фокусировался на том, что для вас действительно важно. И за счет этого мы довольно быстро выросли. Нам понадобился всего примерно год, чтобы выйти на 1 миллион просмотров в месяц. И потом, знаете, примерно те же самые люди, которые сначала говорили: «Подождите, длинные видео это никогда не сработает. То, что ты делаешь, ерунда». Потом начали говорить другое: ну ясно, он просто накручивает просмотры. Да, в общем, такие истории продолжаются всегда. Поэтому снова очень важно окружать себя людьми, которые в вас верят, которые поддерживают и подталкивают к действию, которые помогают решиться, пойти своим путем, делать свое дело. И не слушать тех, кто постоянно говорит, чего вы не можете и чего вам не стоит делать. Думаю, здесь вы уловили главную мысль. И иногда это действительно тяжело. Потому что, знаете, в зависимости от того, где вы родились и какой у вас бэкграунд, может оказаться еще больше людей, которые будут говорить вам, чего вы не можете. И я это понимаю. Если говорить обо мне, я родился не в богатой семье. Ничего подобного. Но при этом я вырос в стране, которая была очень стабильной, без войны, без подобных потрясений. И, возможно, кто-то из вас живет в другой стране, где приходится сталкиваться с куда более серьезными трудностями. Иногда в такие моменты может появляться чувство одиночества. Мысли вроде «я никогда с этим не справлюсь». И я просто хочу сказать вот что. Даже если прямо сейчас рядом нет людей, которые могут помочь вам напрямую, такие люди все равно существуют. Есть те, кто находится в похожей ситуации, кто чувствует примерно то же самое, кто понимает ваше положение и те личные трудности, через которые вам приходится проходить. И это относится и ко мне. Потому что последние годы, с одной стороны, были для меня очень тяжелыми, а с другой, в них было много хорошего и много радостного. И по сути в этом и есть жизнь. Обычно в ней всегда есть и то, и другое. Но, пожалуй, самое трудное, с чем мне пришлось столкнуться, и думаю, многие здесь могут себя узнать, это потеря близких. В определенные годы за последнее время я потерял сразу нескольких членов своей семьи. И это было тяжело. Да, очень тяжело. И, как вы видите, об этом до сих пор не просто говорить. Но в то же время об этом важно говорить. И важно делиться своим опытом. Тем, что именно помогло мне пройти через это и все-таки продолжать жить хорошей полноценной жизнью. А именно так я сейчас и живу. И для меня здесь по сути было, я бы сказал, две ключевые вещи. Первое – это осознание. Когда сталкиваешься с трагической ситуацией, с потерей близких, хотя, конечно, таких ситуаций может быть гораздо больше. И я понимаю, что кто-то из вас, кто сейчас смотрит это видео, может проходить через еще более тяжелые вещи – войну, террор, что угодно. И вот первое – понять, что вся эта боль, все это горе, все негативные чувства напрямую связаны с положительными, связаны с теми позитивными эмоциями, которые мы вообще способны испытывать. Здесь по сути есть только два варианта. Либо мы роботы и не чувствуем ничего, либо мы чувствуем по-настоящему сильно. И тогда мы можем испытывать радость и светлые эмоции только потому, что также способны чувствовать горе и негативные переживания. Они всегда идут вместе. И по сути выбор здесь такой. Либо ты проживаешь оба состояния и хочется верить, положительного в жизни все-таки больше. Либо альтернатива – не чувствовать вообще ничего.
И для меня это было, пожалуй, самым важным осознанием. Я выбираю чувствовать. Я не выбираю не чувствовать. Думаю, это действительно очень важно. И я понимаю, что в крайне тяжелых ситуациях включается защитный механизм со стороны тела или психики, когда человек как будто отключается от эмоций. Часто именно так, например, и возникает депрессия. И из этого круга бывает очень сложно выбраться. И это как раз та ситуация, когда нужна профессиональная помощь. И в этом нет абсолютно никакого стыда. И мне кажется, понимание того, что чувствовать всегда лучше, что негативные эмоции приходят вместе с позитивными и наоборот, это и делает нас людьми. И именно поэтому, на мой взгляд, очень важно оставаться в состоянии, когда ты способен чувствовать. И для меня это стало очевидным еще и потому, что, знаете, мне нужно было снова вернуться на этот путь, снова начать чувствовать позитивные эмоции, и это возможно. И это, пожалуй, вторая по значимости вещь, которую я понял, особенно в такие моменты. Это быть благодарным за то, что у тебя есть, даже если ты что-то или кого-то потерял. И по-настоящему фокусироваться на простых повседневных вещах, которые приносят радость. Это может быть просто красивая обстановка вокруг. Вот этот рождественский фон, он выглядит почти как декорация, но на самом деле это очень приятный отель. Или, например, когда я сейчас смотрю в окно и вижу горы, это тоже повод быть благодарным. Вот такие маленькие вещи. Наслаждаться хорошей едой и, конечно, ценить хорошую компанию, быть рядом с семьей, с друзьями, с партнером и так далее, и так далее. И да, даже проходя через действительно тяжелые периоды, ты все равно можешь переживать и гораздо более радостные моменты. Со мной было точно так же. В те времена, когда потери были особенно большими. У меня происходили и большие приобретения. В самых разных смыслах. Я встречал новых людей, встретил новую любовь. И это, конечно, очень помогло снова вернуться в более позитивное состояние. И понять, что все эти положительные вещи в итоге все-таки сильнее негативных. Хотя иногда наш мозг работает иначе. Потому что знаете, как создатель контента и другие авторы, думаю, это тоже поймут, может быть 100 положительных комментариев и всего один негативный. И иногда именно этот один негативный комментарий цепляет сильнее, хотя положительных в разы больше. И это тоже абсолютно по-человечески. Потому что наш мозг пытается нас защитить. Если представить, что мы живем в дикой природе, и где-то рядом появляется хищник, мозг в первую очередь реагирует на опасность. И именно поэтому негативные сигналы всегда звучат в голове громче, чем позитивные вещи. И важно просто понимать, это естественный механизм, но дальше нужно сделать шаг назад и подумать, подождите, 100 человек сказали, что видео отличное, и был один хейтер, которому, например, не понравилось, что мне важна защита животных. Или что-то еще, неважно. И куда важнее осознать, что позитивных вещей на самом деле намного больше. И не зацикливаться на одном негативе. В Германии, кстати, есть такая известная тема. Все всегда жалуются на погоду. Даже если год в целом был вполне нормальным. Но потом ты вдруг вспоминаешь, точно были вот эти 2 дождливых дня, когда я промок до нитки. И при этом забываешь, что было, скажем, 200 солнечных дней. Ну да, погода в Германии все равно не самая лучшая, я знаю. Но вы понимаете, о чем я говорю. Если объединить эти две очень важные вещи, то особенно после утраты всегда стоит помнить вот о чем. То позитивное время, которое вы провели вместе, гораздо важнее и значимее, чем сама боль утраты. Для меня это и стало личным выводом. Тем, что действительно помогло. И тем, что по сути поддерживает меня каждый день. Я думаю, это очень-очень важный урок. И сам этот урок в том, что именно самые тяжелые испытания, самые трудные периоды часто помогают нам вырасти как личности даже сильнее всего. И это снова тот же самый момент. Из негативной ситуации может родиться много позитивного.
Это была тяжелая часть этого видео, но возможно и самое важное. Ну и давайте снова немного поговорим об автомобилях, потому что этот год получился действительно очень интересным. Одновременно происходит сразу несколько разных трендов. Электрификация по-прежнему развивается, но не так быстро, как многие ожидали раньше. Мы по-прежнему показываем самые разные типы силовых установок, потому что потребности у всех разные. Не у всех есть зарядная инфраструктура, хотя у все большего числа людей она появляется. И сама инфраструктура тоже развивает. Поэтому мы, конечно, показываем и все больше чистых электромобилей. Но при этом очень интересно наблюдать и за промежуточными решениями. Мягкие гибриды, подключаемые гибриды, полноценные гибриды и так далее. И мы будем продолжать рассказывать обо всех типах силовых установок и об эволюции, которая происходит в этом сегменте. Конечно, в политическом плане здесь все время что-то меняется туда-сюда. Но для автопроизводителей самое важное, чтобы политические решения были стабильными. Чтобы на них можно было опереться. И иногда даже жесткие. Но постоянные правила лучше, чем постоянное изменение курса, независимо от того, в какую сторону мы движемся. И, разумеется, многое зависит от конкретной ситуации в вашей стране, от того, какая силовая установка сейчас является доминирующей именно у вас. У нас в этом году были и такие автомобили, которые стали по-настоящему знаковыми. Такое случается не так часто. Если назвать несколько примеров, думаю, многие согласятся. Даже если дизайн BMW iX3 нравится не всем, с точки зрения технологий и для немецкой автомобильной индустрии в целом это очень важная машина, потому что именно в области электромобилей немецкие производители в последнее время заметно отставали. А здесь мы видим автомобиль с целым рядом технических решений, которые действительно очень сильны. В следующем году в 2026 мы также поедем на Mercedes GLC EQ и обязательно сравним запас хода, эффективность и все, что с этим связано. Мы также рассказывали вам о событиях на китайском рынке. Например, о новом бренде Audi China, где вместо привычного логотипа используется просто надпись с названием бренда. Это было довольно интересно. И это подводит к еще одной очень крупной глобальной теме. Китайские покупатели все чаще предпочитают автомобили, произведенные внутри страны. Есть и исключения. Очень дорогие немецкие автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Они по-прежнему популярны, если цена не играет роли. Но если говорить о соотношении цены и возможностей, то на китайском рынке сейчас идет очень жесткая ценовая война. И все больше покупателей выбирают именно локальные бренды. И для всех остальных производителей за пределами Китая это стало серьезной проблемой. Потому что многие автокомпании раньше очень хорошо зарабатывали на китайском рынке. А сейчас прибыль там заметно проседает. И в ответ им приходится перестраивать стратегии. Где-то снова сильнее фокусироваться на европейском и американском рынках, а где-то искать новые отдельные подходы именно для Китая. Audi, например, стала одним из таких примеров. И на данный момент кажется, что эта стратегия работает довольно неплохо. У меня вообще есть ощущение, что в последние десятилетия часто преобладал подход «сделаем одну машину для всех». А сейчас становится понятно, что для отдельных рынков нужно гораздо точнее адаптироваться под локальные потребности. И здесь я хотел бы попросить вас об обратной связи. Напишите в комментариях, что для вас вообще означает умная функция в автомобиле. Это, кстати, всегда большая тема для обсуждения на китайском рынке. Там часто говорят «я хочу умную машину». И это могут быть, казалось бы, совсем простые вещи. Например, опускание стекол в безрамочных дверях, вы выходите на тесной парковке, окно автоматически чуть опускается, чтобы было удобнее выбраться. Особенно если рядом стоит другая машина. Вы отходите от автомобиля с ключом в кармане или со смартфоном, машина сама закрывается и поднимает стекла обратно. Вот такие функции. Иногда совсем простые, но они действительно помогают в повседневной автомобильной жизни. И да, мне бы хотелось открыть настоящую дискуссию. Какие умные функции вы считаете крутыми, полезными, действительно нужными? И, конечно, говоря о ваших пожеланиях, мне очень важно получить от вас обратную связь. На чем нам стоит сфокусироваться в следующем году? Какие автомобили вы ждете больше всего? Какие сравнительные тесты вам хотелось бы увидеть? Может быть и какие-то мета-темы. Отдельные направления в автомобильной индустрии, о которых вам хотелось бы узнать больше. Возможно, формат спецвыпуска.
или даже документального видео. Как мы однажды делали с темой устойчивого развития в автомобильной индустрии. Так что я действительно жду ваших идей и вашего фидбэка. И еще раз большое спасибо вам за то, что вы нас смотрите, что остаетесь с нами, что подписаны на канал и включили колокольчик уведомлений. Как я уже говорил, мы небольшая корпорация, у нас нет больших денег, поэтому мы всегда очень зависимы от личных рекомендаций. Когда вы говорите друзьям или членам семьи: «Слушай, это классный канал. Если тебе интересны автомобили, обязательно посмотри». Именно это для нас самое важное, и именно так вы можете нас поддержать. И да, у нас есть раздел спонсорства на YouTube, где мы тоже стараемся давать вам чуть больше контента. При этом нам пришлось закрыть официальный магазин мерча. Просто потому, что его содержание казалось слишком дорогим. Но мерч все равно есть. Кепки, классные футболки, вы, кстати, часто видите их на мне в наших видео. Так что если вам интересен мерч, мы можем предложить очень адекватные цены. Просто напишите мне об этом в комментариях, например, мерч или мерчендайз. Или отправьте личное сообщение. На странице с информацией о канале есть адрес электронной почты. Есть и другие соцсети, где можно написать лично. Просто скажите, что именно вы хотели бы, что вам нравится. И, конечно, мы постараемся учесть все это в будущем. Еще раз большое спасибо. Надеюсь, вам понравилось это немного необычное видео. В этот раз очень личное и эмоциональное. Но, конечно, в следующем году мы продолжим радовать вас еще большим количеством отличного контента. Так что оставайтесь с нами, и еще раз огромное спасибо. И, кстати, передаем вам привет и от Лии.